На первый взгляд может показаться, что это обычный шиномонтаж, но не сейчас. Сейчас это часть огромного пазла, который соберется в единое целое. Нажал, уже пишется давно. Да? Провожают нас местные обитатели. Пока-пока. Крутой холодильник прям сделал, аж не нарадуюсь. Добро пожаловать во Владикавказ. Ну и к важному моменту. Давай без звука. Наши мучения не прошли даром. Мы, наконец, приехали в Грузию. Ну что, мы потихонечку встали на маршрут. Выехали в 6 утра, уже проехали 7. Сейчас где-то приблизительно находимся в Воронежской области. До Аксая ехать еще 6 часов, до Ростова. Вот, планируем к 6 часам прибыть на место. И дальше по обстоятельствам будем двигаться дальше. Друзья, всем привет! В этом видео мы расскажем о нашем путешествии, которое мы совершили на машине из Москвы до Северного Кипра в мае 2022 года. А также расскажем про все нюансы, с которыми мы столкнулись во время путешествия, и ответим на все интересующие вопросы. Ну все, поехали. Выехав рано утром из Москвы в 5 утра, в первый день мы доехали до Ростовской области, до города Аксай. Там мы переночевали, и на следующий день мы отправились на российско-грузинскую границу в Верхний Ларс. На следующий день проходила поездка по Грузии, и ближе к вечеру мы приехали вот сюда, вот на границу, где поселок Вале, но там граница закрыта на ремонт. Поэтому, спустившись обратно в город, мы переночевали и с утра отправились через Батуми на границу с Турцией, в Сарпи. Проехав турецкую границу, мы отправились вдоль побережья до города Трабзон. Он находится у нас вот здесь вот. И отправились через всю Турцию на самый верх, в сторону уже как раз порта Ташуджу. Ну а более подробно о прохождении всех границ мы расскажем в нашем видео. 6 мая мы выдвинулись из Аксая в сторону Владикавказа. Там мы сделали ПЦР-тесты и отправились в сторону российско-грузинской границы, Верхний Ларс. Мы подъехали к границе где-то к 8 часам вечера. Была небольшая очередь, но часам к 10 вечера границу закрыли из-за непогоды. Имейте в виду, что границу могут закрыть на неопределенный срок. Информацию об открытии и закрытии границы можно отслеживать на сайте Край Земли. Мы не стали дожидаться открытия границы, уехали в отель, и границу открыли только на следующий день, 7 мая, в 4 часа вечера. К границе мы подъехали где-то к 5 часам вечера, очередь уже была просто колоссальная, поэтому наш совет: стойте до Победного, не уезжайте. Впоследствии чуть позже границу опять закрыли, мы простояли всю ночь, караулили, и открыли границу только под утро, часов, наверное, так в 10. Поэтому запасайтесь водой, едой, терпением, настраивайтесь только на позитив, и вам обязательно повезет. Список документов для прохождения российской границы. В первую очередь нужно основание. Мы заезжали по рабочему основанию, а с полным списком оснований вы можете ознакомиться в интернете. По поводу досмотра машины, очень интересная ситуация произошла. Перед нами ехали ребята вдвоем, у них вывернули всю машину досконально. Нас просто попросили открыть все 4 двери и 5-ю дверь багажника, плюс подоткрыть кофр, заглянули вовнутрь, спросили, что везем, и с Богом отпустили. И обязательно берите детей с собой. Проехав российскую границу, мы подъехали к грузинской. Пассажиры проходят таможенный контроль отдельно, водитель проходит отдельно. Итак, перечень документов, которые понадобятся на границе. Это, и, соответственно, паспорта, ПЦР-тесты, документы на машину, свидетельство о рождении, свидетельство о рождении ребенка, сертификат
о вакцинации обязательно у вас должен быть, либо сертификат о болезни, но у нас их не спросили. Итак, в Грузию мы заехали 8 мая. После границы есть пункт, где можно оформить страховку на машину. Нам она вышла в 1000 рублей. Там же можно обменять валюту на местные лари. Можно поменять рубли, евро, доллары, все, что у вас будет при себе. Ну, дальше мы двинулись уже в сторону границы через городок Вале. Пока мы ехали, была, конечно, вокруг красота неописуемая. Если у вас будет возможность и время, рекомендую остановиться подольше, рассмотреть все достопримечательности, посмотреть на эти горы. Ну, это, конечно, стоит увидеть вживую. Когда мы приехали к границе через городок Вале, это было уже поздно вечером, и оказалось, что эта граница закрыта на ремонт. И нам пришлось остановиться в Грузии на ночлег, чтобы уже на следующий день двинуться через Батуми на другую границу, где уже было открыто. Пока мы тут едим грузинские хинкали, там идет свадьба. По поводу бензина. В Грузии и в Турции он намного дороже Москвы, раза в 3. Литр выходит где-то 100-110 рублей. Поэтому рекомендую вам перед Грузией заполнить полный бак бензина, чтобы вам хватило хотя бы на пересечение Грузии. 9 числа мы поехали к границе с Турцией через Батуми. Прохождение границы у нас заняло где-то 15 минут. Водитель с машиной проходит отдельно, пассажиры идут отдельно. Из документов у нас в Грузии именно на выходе спросили ПЦР-тест, либо сертификаты о вакцинации. Ну, если вы с ребенком, естественно, свидетельство о рождении ребенка необходимо, паспорта. Досмотра машины так такового особо не было, просто задали несколько вопросов именно и в Грузии, и в самой Турции. То есть прошли мы границу легко и беспрепятственно. Страховка для Турции на машину оформляется сразу же там же на границе в Турции. Она действует 3 месяца. Итак, оформив страховку на границе с Турцией, мы выдвинулись в сам город, ехали по живописным красивым местам вдоль набережной до города Трабзон. В городе Трабзон мы остановились, переночевали, и на следующее утро мы доехали до медицинской клиники и оформили там ПЦР-тесты. После того, как мы оформили ПЦР-тесты, мы прикинули маршрут и поняли, что преодолеть нам всю Турцию понадобится где-то 2 дня до Ташуджу, до порта Ташуджу. Поэтому мы разделили маршрут наполовину и отправились в город Сивас. По дороге навигатор нас вел по основной магистрали, но в каких-то моментах мы уходили вглубь с магистрали в горы и смотрели вот эти вот живописные места. Очень красиво вокруг, скалы, но красиво, но опасно, потому что в моментах есть камнепады, узкие дороги, вылетающая встречка, ограничение скорости где-то от 90 до 50. В общем, очень все было красиво и классно. Переночевав в Сивасе, мы отправились дальше по живописным местам, по горным серпантинам. Очень классные перепады высот сверху вниз, снизу вверх. Мы отправились в порт Ташуджу. Мы направляемся в сторону порта Ташуджу. Паром отходит в 23:30 вечера. И отправляемся на Северный Кипр. Вот. И
Ехали мы такие все бодрые, окрыленные. Но информация по порту на сайте, значит, идет следующее, что отправление парома происходит 3 раза в неделю, понедельник, среда, пятница. А наш день выпадал, к сожалению, как бы отправления в этот день не было. Вот, мы тянули резину, ехали не спеша, фотографировались по дороге. А заехав в порт и забежав в офис продаж, мы были приятно удивлены, когда нам сказали: да, сегодня есть отправление, и мы сразу оформили билет на паром. И одновременно там же в офисе продаж мы зарегистрировались в приложении для Северного Кипра Givendacall. Но в дальнейшем оказалось, регистрация в этом приложении Givendacall не нужна. Билет на паром в одну сторону на троих плюс машина нам вышел 12 тысяч рублей. Там же в офисе продаж мы оформили билет в обратную сторону. Да, кстати, при оформлении билета там же в кассе нас попросили предъявить сертификат и ПЦР. Ну все, а потом началась самая интересная часть. Мы въехали на территорию порта. Мы приехали в порт Ташуджу. Сейчас в 9 часов вечера начнется загрузка на паром, который идет до Северного Кипра. Паром будет идти от 6 до 8 часов. Ждем отмашки и грузимся на борт. И там сначала была небольшая очередь из машин. Мы какое-то время подождали, пока не дадут отмашку на загрузку. Дальше нас начали пускать на территорию порта уже, где стоят непосредственно паромы. Мы въехали на территорию, там произошло небольшое распределение по машинам. Стояло 2 парома, которые отправлялись на Северный Кипр, и между ними как раз происходила дележка по отправке. Вот. Первыми на загрузку пошли фуры, причем они пошли в таком количестве, что мы были немножко в шоке. Ну что, мы находимся на пароме, он очень большой, офигенный вид, конечно, с него открывается. Темно, но я думаю, завтра с утра мы уже приплывем на место. И все будет чики-пуки. Очень вместительный, кстати, паром. Дофига помещается фур, машин. Вообще класс. Так как там 2 палубы, сначала на верхнюю палубу, минимум там 20 машин фур точно въехало. Потом пустили немножко легковушек, там, видимо, места оставались. И началась загрузка нижней палубы тоже фурами. Все это происходило ночью, поэтому как таковое разглядеть полностью картинку не получилось. Но когда мы с утра вышли на палубу и увидели, сколько там поместилось фур, мы были немножко в шоке. На сайте паромной переправы информация идет следующее, что отправка самого парома происходит в 23:30, но по факту она произошла чуть позже. Пока все загрузилось, паром отправился где-то в 4 утра. По месту, по факту, мы прибыли на Северный Кипр в районе 10 утра. Впереди виднеется остров Кипр. Еще немножко, и мы приплываем на место. Всех интересующий вопрос, как быть с деньгами. У нас с собой была карта Тинькофф Мир. Мы снимали деньги с банкоматов Зиратбанк, красные банкоматы. За одну транзакцию вы можете снять не более 2500 турецких лир. Повезет, если у вас вот в одном этом постбанкомате 3 банкомата, с которых с каждого можно снять по 2500 турецких лир. На заправках карты принимаются также, если есть эквайринг Зиратбанка, но проходит он не во всех. Итак, приехали мы, значит, уже на Кипр 12 мая, где-то в 10 утра. И поехали уже проходить границу. Из документов у нас спросили паспорта, документы на машину, ПЦР-тесты, сертификат. Мы там же сделали страховку на машину, нам это обошлось в 400 ТЛ. И тут у нас возник небольшой нюанс с машиной. Да, такая ситуация произошла, что всю дорогу, пока мы ехали по России, мы проехали Грузию, Турцию, нигде у нас не спросили доверенность на машину. Так как машина зарегистрирована на Ксюху, везде просили, чтобы она просто подошла, показала свое лицо и как бы да, машина вот, человек вот.
И здесь у нас на Кипре возникла такая ситуация, что без вот этого документа нас уже не хотели пускать на территорию Северного Кипра. И пришлось в срочном порядке решать этот вопрос, потому что без машины нас, с машины нас уже не выпускали. И нам предложили такой вариант, что приедет нотариус, сделает доверенность там же на месте, на границе. Мы, естественно, согласились, прождали около 1,5-2 часов, пока не приедет нотариус уже с готовой доверенностью. Это из тех моментов, когда все вопросы решаются действительно по ходу их появления. Вы выбрали неудачное время для путешествия. В стране и в мире всегда будет что-то происходить, и ждать оптимальных условий жизни не хватит. И вы спросите, страшно ли нам было в такое время совершать такое путешествие? Да, мне было страшно немножко, а тебе? Навигатор показывал дорогу, и тут складывалось такое впечатление, что дорога есть, значит можно проехать. На самом деле, когда мы построили маршрут, сначала мы забронировали номер, и потом уже поняли, какие вопросы будем решать по ходу движения. У нас было очень много вопросов, и на них было очень мало ответов. Всю информацию мы фактически собирали по крупинкам, что, где, как, когда, во сколько, и толком не было ответов. Поэтому мы решили записать такое видео и по максимуму ответить на все вопросы, если вдруг вы соберетесь совершить такое путешествие долгое. И если собираться в такое путешествие, то, конечно, ехать стоит не на неделю, на 2, хотя бы на месяц. А лучше подольше, месяца 2-3. Адаптация происходит очень быстро, движение левостороннее, но привыкаете к нему прям моментально. Только мы сошли парома, выехали за пределы порта, все, там уже идет левостороннее движение. Представьте, что вы едете по встречке, и вам за это ничего не будет. Вся дорога прошла великолепно, без сучка, без задоринки, не считая российско-грузинскую границу, на которой мы потратили 2 дня. А мы будем говорить про лошадь, выскакивающую из-за скалы, и корову? Скажи, если хочешь. Был момент, едем мы, ночью. Дорога прям идеальная, такой серпантин, вроде как не опасный, вроде более-менее освещенный. И тут, откуда ни возьмись, с правой стороны появляется лошадь из-за поворота. Огромная лошадь. Она просто появилась из темноты. Коровы — это, конечно, отдельная история. Они просто гуляют по трассам. И причем она идет вроде как вдоль обочины, а потом берет и резко ломает маршрут и уже идет в твою сторону, просто на тебя. Перейдем к важному моменту. Наверное, вас интересует стоимость дороги в одну сторону, сколько у нас ушло денег на бензин и на все остальное. А денег ушло, в принципе, нормально. На бензин в одну сторону мы потратили около 25 тысяч рублей. На ночлег в течение дороги на отеле у нас ушло около 10 тысяч рублей. На паром в одну сторону, на нас всех плюс машина, ушло около 12 с небольшим тысяч рублей. Если у вас возникли вопросы, вы можете писать нам в комментариях. Также можете писать нам в Инстаграме. Мы с удовольствием на них ответим. А еще здесь очень много кошек. Их тут прям очень много. Одна залезла ко мне на руки. Бодается, видимо, есть хочет. Одну сюда посажу, кису. Иди сюда. Идите сюда, мои животные, тигры мои. Слышно после бури, как затишье жизнь входит в берега.